Всем рыбакам, а особенно фидеристам и карпятникам, хочу порекомендовать и обратить свое внимание на компанию Грузила Опт. Это украинский производитель качественных кормушек, грузил и других рыболовных принадлежностей. Грузила Опт имеют свое собственное производство, а значит нет никаких посредников и соответственно цены совсем невысокие, но при этом качество на высшем уровне. Компания Грузила Опт производит большой ассортимент классических фидерных кормушек в различных весах и размерах. Тут без проблем можно найти как сверхлегкую кормушку для пикера, так и тяжелую для рек с быстрым течением. И раз мы уже заговорили о течении, кормушки с грунтозацепами здесь тоже присутствуют. Также очень радует, что компания уделяет большое внимание флэт-методным кормушкам. И наконец можно приобрести качественную флэт-кормушку по адекватной цене. Кормушки флэт также выпускаются в различных весах и размерах. Очень удобно, что, например, можно подобрать кормушку крупного размера с небольшим весом. Или же наоборот, флэт будет с маленькой кормоемкостью, но внушительным грузом. То есть тут вы сможете подобрать кормушку абсолютно под любые условия. И конечно же для каждого вида флэта здесь продаются соответствующие пресс-формы. Компания Грузила Опт не стоит на месте, а постоянно расширяет свое производство и соответственно увеличивает ассортимент продукции. Так, например, недавно у них появился замечательный совочек для прикормки. Конечно, на первый взгляд кажется ничего особенного, но когда на рыбалке часто работаешь с кормами, то вещь просто незаменимая. А совочек от Грузила Опт мало того, что стоит абсолютно недорого, так еще и качество исполнения приятно удивило. Добротный мощный пластик и большая вместительность. И также появился крутой девайс для карпятников. Это компактная и универсальная система для удобной и быстрой загрузки ПВА пакетов на 25 и 35 мм. В комплекте две трубки, двухсторонний поршень и две крышки для удобного хранения и транспортировки системы. Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом, заходите на сайт gruzilaopt.prom.ua. Здесь можно приобрести продукцию в розницу, а также есть очень интересные условия для оптовиков и магазинов. Вся продукция действительно очень качественная, многими позициями мы пользуемся уже не первый год, и я смело могу ее рекомендовать нашим подписчикам. А в описании под этим видео вы найдете промокод на скидку. Друзья рыбаки, всех приветствую на канале. Держите в свою рыболовную коллекцию еще один рецепт отличной универсальной насадки, которая ловит всю мирную рыбу в любое время года. Особенно эта насадка придется по вкусу лещу и карасю, но и другие виды рыб семейства карповых не пройдут ее стороной. Итак, в этом рецепте самый основной ингредиент – это перловка. Нам необходимо взять 50 грамм сырой перловки и приготовить ее, так как обычно мы готовим перловку на рыбалку. Первый способ – это мы перловку можем просто отварить. И второй способ, который нравится мне немного больше, перловку можно запарить в термосе. Я думаю, варить перловку для рыбалки умеют все. Но кто не умеет, сейчас выскочит подсказка, там есть видео, где я показываю, как сварить перловку на рыбалку. Это уже если кто-то совсем уж новичок в этом деле. Значит, я перловку заранее уже приготовил. И нам необходимо еще 5 простых доступных компонентов. Значит, я уже сказал, 50 грамм сырой перловки. Когда мы ее сварили, ее, конечно, получилось больше, она разбухла. Также нам понадобится 15 грамм семечек жареных. Семечки я перемолол на кофемолке. Потом 15 грамм сухого молока. 10 грамм панировочных сухарей, 5 грамм укропа и 5 грамм чеснока. Чеснок лучше всего давить через чеснокодавилку, но у меня сейчас ее с собой нет, поэтому я просто его мелко нарезал. Тут особо разницы нет. Также, конечно, можно использовать и сухой чеснок в гранулах, который продается в упаковках. Чеснока, я уже сказал, 5 грамм. Как свежего, так и сухого, соответственно. И теперь нам необходимо все эти компоненты между собой перемешать. Для этого нужно взять емкость побольше. Высыпаем сюда перловку. Перловку, когда сварили, ее желательно промокнуть бумажными полотенцами, чтобы из нее
вышла вся вот эта лишняя влага. Нам здесь лишняя влага не нужна. То есть дать ей немножко подсохнуть. Теперь мы сюда добавляем все наши компоненты. Семечки жареные, панировочные сухари, сухое молоко, укроп и чеснок. Ну и, конечно же, все это дело хорошо перемешиваем. Какой запах. Вот поближе смотрите, как она получается. В общем, здесь задумка такая. Вся эта перловка обволакивается вот этими вот замечательными компонентами. Пахнет компонентами, которые любит рыба. Пропитывается этими компонентами и работает гораздо лучше, чем в своем чистом виде. Здесь есть один такой нюанс. Этот рецепт лучше всего готовить за день до рыбалки, чтобы перловка хорошо успела пропитаться вот этими всеми вкусняшками. То есть, например, если вы на рыбалку едете в субботу, просто можно в пятницу вечером это все приготовить, поместить в герметичную тару и поставить в холодильник. Утром забрали с холодильника, взяли с собой и поехали на рыбалку. Можно пользоваться. То есть, в принципе, чем дольше перед рыбалкой это все дело постоит, тем лучше. Ну, конечно, в разумных пределах. Потому как перловка это все-таки каша, и она может испортиться. Но за день, за два, да еще и в холодильнике можно. Вот и все. Теперь берем перловочку, одеваем на крючок, там 1, 2, 3, 5, кому как нравится, и ловите. Вот такой вот получился простой и очень эффективный рецепт насадки. Берите себе на заметки, пробуйте и пишите свои отзывы в комментариях под этим видео. Очень интересно, у кого как данная насадка сработает. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!